Всем привет, ребят! В сегодняшнем ролике хочу рассказать вам про обвесы на оружие Warzone, всякие скрытые характеристики, какие обвесы лучше ставить, какие обязательно ставить, каких лучше избегать. И, собственно, постараюсь рассказать про все нюансы, и начнем мы с МВшных оружий. Разделим эту тему на два видоса, потому что обвесы на оружие из Black Ops совсем отличаются от МВшных обвесов. Так что начнем мы именно со стареньких, с МВшных. Эти оружия до сих пор актуальны, и многие из них сейчас находятся в мете, поэтому я считаю, что их необходимо разобрать. Там есть очень много, как я уже сказал, скрытых характеристик. Также подписывайтесь на этот канал, будем делать еще много обучающего контента, различные гайды и прочее, поэтому обязательно подпишитесь. Колокольчик можете поставить. Ну и все, ребят, приятного просмотра. Ну что ж, ребят, давайте разбирать. Сделаем мы это на примере килла для начала. Потом я еще расскажу про специальные обвесы, которые есть только на определенном оружии. Почему именно килла? Потому что это самая первая штурмовая винтовка, которая у вас вообще открывается при игре в Modern Warfare или в Warzone. И, в принципе, достаточно наглядно на ней можно все показать, ну, практически все. Начнем с дула. Ну и здесь как-то подробно про каждый обвес рассказывать смысла нет, потому что абсолютно на все оружие ставится монолитный глушитель. Возможно, есть исключения, про них позже расскажу. Но будет честно сказать, что монолитный глушитель — это самый сильный обвес вообще, который есть в Warzone. Во-первых, монолитный глушитель выполняет основные свойства глушителя. Он делает звуки тише, вы не показываетесь на мини-карте. Вы, наверное, спросите, почему не тактический глушитель, почему не легкий глушитель, почему именно монолитный? Да потому что помимо основных своих свойств, он дает еще и эффективную дальность. То есть при прочих равных условиях на определенной дистанции вы будете убивать человека гораздо быстрее, да, если у него такой же ган, но нет монолитного глушителя. Потому что банально он накидывает там около 10 или 15% рейнджи, что бывает очень полезно на определенных дистанциях. Не стоит недооценивать этот обвес, особенно на ППшках он помогает, потому что у ППшек как раз-таки падение урона происходит очень быстро, там примерно с 15 метров, да, даже меньше, на каких-то ППшках с 12 метров происходит падение. Эффективная дальность у них как раз-таки небольшая, и монолитный глушитель позволяет эту эффективную дальность увеличить, поэтому мы его обязательно ставим. Также здесь не написано, у этого глушака есть скрытая характеристика, которая, как по мне, вообще является самой важной, то есть она важнее и этого, и этого. Это единственное дуло, вообще, по-моему, единственный обвес в игре, помимо стволов, который бустит скорость полета пули. Монолитный глушитель бустит скорость полета пули на всех оружиях, на которые он ставится, на 15%. Это супер важно для средних дальних дистанций, когда вы играете со снайперкой, то есть на любую снайперку, на любую марксманку, то есть на Коряка, X50, HDR 100% надо ставить монолитный глушитель, потому что 15% скорости полета пули это очень ощутимо, вы даже не представляете как. Плюс монолитка помогает, например, в плане баллистики. То есть я пробовал играть с Коряком без монолитного глушителя, там без него нужно гораздо выше поднимать прицел, чтобы попадать ровно в цель. А с монолитным глушителем там на 150, да даже на 200 метров практически в точку стреляет. Так что это must-have, особенно для средних и дальних дистанций. То есть на какой-нибудь там Галил, Рам-7, та же самая Килла, вы тоже заметите этот буст. Особенно на Галиле, у которого пуля не супер быстрая. Так что мы ставим монолитный глушитель всегда. Остальные обвесы я бы даже не рассматривал, но что здесь, в принципе, полезного есть? Смотрите, есть компенсатор, который помогает с контролем отдачи. Помогает он не так сильно, как некоторые ручки или стволы, поэтому не рекомендую его ставить. Есть неплохой обвес дульный тормоз, который помогает со стабилизацией отдачи. Давайте разберемся, в чем разница между контролем отдачи и стабилизацией отдачи. Контроль отдачи — это значит, что вам просто нужно будет меньше тянуть мышку вниз, да и по бокам тоже, то есть просто у вас отдача становится меньше. Стабилизация отдачи делает рисунок спрея, то есть спрей-паттерн, во-первых, более предсказуемым, во-вторых, пушку гораздо меньше начинает кидать лево-право. То есть если выбирать между стабилизацией отдачи и контролем, я всегда выберу стабилизацию отдачи, именно поэтому я ставлю Командос, но про это мы поговорим позже. Как по мне, стабилизация гораздо профитней, чем контроль отдачи. Все остальные обвесы я считаю абсолютно бесполезными.
даже разбирать не вижу смысла. Перейдем к стволам. Чаще всего почти на всем оружии есть разные варианты. Короткий ствол, средний ствол и длинный ствол. Я бы сказал, что почти на все оружие стоит ставить самый длинный ствол. То есть смотрите просто по циферкам, где самое большое число, тот и ставим. Этот ствол обычно у нас дает и эффективную дальность, и начальную скорость пули, и еще и помогает с контролем отдачи. То есть одни только плюсы. Из минусов это у нас страдает достаточно сильно скорость прицеливания и скорость перемещения, но это мы бустанем другими обвесами. Поэтому длинный ствол почти на все оружия тоже обязательно нужно ставить. На некоторых ганах, как, например, на Килла, есть ствол с интегрированным глушителем. Это мы, скорее всего, используем только на МП5. На всех остальных ганах это практически бесполезно. Гораздо важнее бустануть эффективную дальность, контроль отдачи и начальную скорость пули. Поэтому на все оружия, особенно на снайперке, мы ставим всегда самый длинный ствол. Да, я не сказал про минусы монолитки. Монолитка также бьет по скорости прицеливания, но на самом деле не так уж сильно. В любом случае плюсы перекрывают этот минус. Поэтому на все оружие мы ставим монолитку, самый длинный ствол. Давайте сборку-то буду собирать потихоньку. Что у нас дальше? Что касается лазеров, сейчас расскажу про все нюансы. Начнем по порядку. Лазер 1 МВТ, проще сказать, красный лазер. Он бустит нам точность стрельбы от бедра. Не так круто, как лазер 5 МВТ, но у него есть единственный плюс. Его не видно, в отличие от зеленого лазера. Он у нас сильнее всего бустит точность стрельбы от бедра. Также он нам помогает со спринт-то-файром, так называемым, то есть он уменьшает задержку стрельбы после бега. То есть после того, как вы просто бежите или используете тактический спринт и нажимаете выстрел, чем меньше эта задержка, тем быстрее вы перейдете к стрельбе. Это очень важная характеристика для любой ППшки. С этим также помогает обвес ноусток, то есть без приклада. Очень полезная штука для ближнего боя, для стрельбы от бедра. На АРках, я думаю, это почти нигде не используется, но вот почти на любой ППшке из Modern Warfare этот лазер стоит ставить. Так вот, он зелененький, и его видно, когда вы не целитесь. Но если вы нажмете прицел, то этот лазер пропадает. Это очень часто помогает. Например, вы контролите какой-то угол и собираетесь стрелять от бедра, но человек может увидеть этот лазер, и он просто не пойдет. В такой ситуации можно увести, получается, прицел в стенку, чтобы не маячить лазером, либо можно просто включить прицел, и соперника о вас не узнает. Тактический лазер работает наоборот. Если вы не целитесь в мушку, в прицел, то его не видно. Если же вы входите в прицел, то тактический лазер становится виден. И опять же, это контрится так, что вы либо контролите от бедра, либо уводите прицел от прохода, чтобы не палиться. С чем у нас помогает тактический лазер? Это самый крутой обвес для скорости прицеливания. Почти на все МВшные пушки я его ставлю. Также он помогает со стабильностью прицеливания. Что это дает? Когда вы целитесь, у оружия есть раскачка, если вы не задерживаете дыхание. Дыхание задерживать можно на снайперках только, если я не ошибаюсь. Так вот, раскачка становится меньше. Это также влияет на спрей. Чем у вас больше стабильность прицеливания, тем более стабильным становится ваш спрей. Работает примерно как стабилизация отдачи, и если вы хотите, чтобы у вас рисунок спрея на оружии всегда был практически одинаковый, чтобы не было такого, что, знаете, один раз вы заспреили, у вас получилось, а второй нет. Чтобы максимально стабильным сделать спрей, нужно максимизировать стабильность прицеливания и стабилизацию отдачи. Как по мне, это два самых важных обвеса для спрея. Кому-то комфортнее стрелять с обвесами на контроль отдачи, но обычно эти обвесы достаточно негативно влияют на скорость прицеливания. Это не есть круто. Уж лучше привыкать играть с билдами через стабильность прицеливания и стабилизацию отдачи, как по мне. Так вот, лазер достаточно сильно с этим помогает, но на Килла мы его не будем ставить, потому что нам не хватит слотов. Потому что есть более важные обвесы для того же самого Килла, которые мы будем использовать для средних и дальних дистанций. Давайте разберем прицелы. В Modern Warfare очень много прицелов, можем их поделить на рефлексы, то есть зеркальные прицелы, оперативный зеркальный прицел IMOP и так далее. В общем, много вариантов. Самый нормальный, как по мне, это зеркальный прицел GI, самый такой минималистичный. На нем еще сеточку можно менять. Если нравится синяя точка, то советую погриндить.
Достаточно приятный прицел, но не сильно от красного отличается на самом деле. Дальше у нас есть голографы. Голографы приближают больше, чем зеркальные прицелы. Немного больше, но это ощущается на самом деле. Мне вот, например, учитывая, что я играю с зависимым фовом, у меня приближение картинки очень маленькое, и голографические прицелы помогают лучше видеть даже в ближнем бою. Например, голову соперника. Мне проще наводиться на голову, когда играю с голографами. Но с голографом немножко дольше целится оружие, но там разница почти неощутимая. Там, знаете, какие-то прям миллисекунды. Здесь самые нормальные варианты. На самом деле они все три нормальные. И Corp Combat, где он там? Да, и APX нравится мне на некоторых ганах. Ну и PBX. PBX тоже неплох. Самый такой нормальный, самый минималистичный — это Corp Combat, я считаю. Дальше у нас есть прицелы X3, ACOG. Это прицел разведчика с зумом 3.25. Да, ну и самый популярный, наверное, прицел для средних дистанций — это VLK X3, который приближает меньше других ACOG, особенно если вы играете с зависимым фовом. У него очень маленький зум, комфортный. Также все эти прицелы помогают с контролем отдачи, но больше всего с контролем отдачи помогает прицел рамочный гибрид. Я и смотрел тесты, и сам их проводил. Рамочный гибрид — самый профитный прицел для контроля отдачи, но с ним, во-первых, зум будет гораздо больше, чем с VLK, особенно если вы играете с зависимым фовом. Во-вторых, дольше прицеливание. Но если вам с этим прицелом комфортно, если вас устраивает скорость прицеливания, то используйте обязательно его. Я чаще всего играю с VLK, с этим прицелом, потому что он меньше всего влияет на скорость прицеливания. То есть с ним скорость прицеливания почти такая же, как с зеркальным прицелом GI. Но с рамочным гибридом тоже играл достаточно долго, и сейчас на некоторые ганы ставлю. Отличный прицел для средних и дальних дистанций. Все остальные прицелы нам не нужны. Там есть тепловизоры, гибриды с тепловизором, но это все ерунда. Очень долго они целятся, контрятся хладнокровным перком. Поэтому я бы выбирал между рамочным, либо VLK для средних дистанций, и между зеркальным прицелом GI и проекционным прицелом Corp Combat с голографом, короче. Вот 4 самых нормальных прицела, которые можно использовать. Перейдем к тыльной части или к прикладам. Здесь, в принципе, все работает ровно так, как это написано. Да, кстати, забыл уточнить, никогда не смотрите вот на эти шкалы. Они на самом деле ничего не показывают, ничего не отображают. И им не стоит доверять. А то мне, знаете, многие говорят, там, вот я какой-то обвес поставил, и мне показывает, что у меня урон больше, вот играю с ним. Это так не работает. Вот смотрите вот сюда, но имейте в виду, что здесь много скрытых характеристик, которые тоже нужно знать. Собственно, я про них вам расскажу. Есть приклады, которые помогают со скоростью прицеливания. Есть приклады, которые помогают со стабильностью прицеливания. Я уже рассказывал, для чего это нужно. Но чаще всего вам просто не хватит на это обвесов. Есть оружие, на котором вот эта характеристика крайне полезна. Это СКС. Если на СКС максимизировать стабильность прицеливания, то вы можете достаточно быстро с нее спамить, да, прям нажимать ЛКМ быстро, и у вас будут пули лететь в одну точку, с учетом, что вы будете тянуть мышку вниз. То есть не будет горизонтального разброса вообще. На Одине она тоже достаточно круто работает, но на большинство ганов вам просто не хватит обвесов, потому что нужно там, например, бустануть скорость прицеливания, поставить лазер, или там с отдачей не справляетесь, командос можно поставить. Ну, в общем, здесь все работает так же, как написано. Единственное, что есть обвес без приклада. Он очень крутой, особенно раньше был, пока его не понерфили. Он очень сильно бустит скорость прицеливания, иногда даже больше, чем тактический лазер. Также он нам помогает со скоростью перемещения, и на всем оружии он помогает с точностью от бедра, хоть это и не написано. Поэтому, если мы делаем какой-то билд от бедра, то мы 100% ставим без приклада. Основной минус — это то, что он увеличивает отдачу, причем достаточно сильно. Именно поэтому его стоит ставить только на сборке от бедра. Если вы собираетесь стрелять в прицел, то без приклада мы никогда обвес не ставим. Перейдем к подствольной планке. Начнем с рукояти Командос. Самая часто используемая ручка, и неспроста. Это практически единственная ручка, которая никак не влияет на скорость прицеливания. Во-первых, рукоять Командоса — это практически единственная ручка, которая никак не влияет на скорость прицеливания, что очень важно, особенно в случае МВшных ганов, потому что они целятся в среднем гораздо дольше, чем КВшные. Короче, мне спреить с Командосом гораздо приятнее, чем без него. Также есть такая фишка, что когда у вас не стоит Командос, вы спреете с какого-то гана,
у вас прицел, он уезжает, и получается, вы стреляете не в центр экрана, а, например, выше, левее центра. Это очень заметно на RAM 7, например. Постреляйте как-нибудь с RAM 7 с командосом и без командоса, и последите за тем, где находится мушка. Ну или прицел, там, смотря с чем вы играете. Но меня лично это напрягает. Многие, наверное, это даже не заметили бы, если бы я не сказал. Ну вот, теперь живите с этим. Теперь вы не сможете играть без командоса с этой информацией. Также следующая очень популярная ручка — это рукоять наемника. Must have для сборок от бедра. Раньше она давала бонус к скорости передвижения. Это тоже не было написано, потом они этот бонус забрали. Понерфили, так сказать, ручку наемника. Но в любом случае, если вы юзаете какой-то ган от бедра, эту рукоятку обязательно нужно ставить. И единственная еще нормальная ручка, которую стоит использовать, это рейнджерская рукоять. Она помогает с контролем отдачи и со стабильностью прицеливания. Хороший вариант для дальних дистанций. Особенно если у вас не получается контролить отдачу на каком-нибудь там Галиле, например. Можете попробовать, но негативное влияние на скорость прицеливания очень заметно. И на том же Галиле, который и так долго целится, Галил — это CR56 AMAX, если что, вдруг кто не в курсе. Поэтому я использую только командос для средних дистанций. Если я собираю ган для ближних дистанций и планирую стрелять от бедра, я ставлю рукоять наемника. Здесь есть очень много подстволов различных, со смоками, со станами, с флешками, там, с хаешками. Я особо никогда не пользовался, потому что постоянно в них кончаются заряды, и, я так понял, их можно пополнять только используя коробку для патронов. Эти обвесы, они плохо влияют на скорость прицеливания. Также они никак, естественно, не помогают с отдачей. Так что мы здесь берем либо рукоять командоса, либо наемника. Разберем еще одну интересную подствольную планку. Она есть только на одном оружии в этой игре. Это у нас Скар. Сошки с тактической рукоятью. Эти самые сошки очень сильно помогают с отдачей. И что самое интересное, если вы сядете или ляжете, тут уже начинается какой-то PUBG, потому что в PUBG это работает именно так. Если вы сядете или ляжете, у вас будет гораздо меньше отдачи. Если вы ляжете, то отдачи вообще практически нет. Я реально, когда играл со Скаром, вот с этой ручкой, с этой сборкой, я прям PUBG вспоминал при каждом спрее, потому что в этой игре отдача, точнее, одинаковая в любом положении, неважно, лежите вы или стоите. Скар, например, это единственное, наверное, оружие, на которое не ставится монолитный глушитель, потому что ему не нужно поднимать эффективную дальность, так как у него time to kill, время на убийство, одинаковый на все дистанции. То есть вам нужно для того, чтобы убить противника, попасть одинаковое количество пуль, неважно, в 1 метре от вас или в 1 километре, нужно попасть одинаковое количество пуль всегда, и оно достаточно большое для ближних дистанций, для средних, дальних уже получше, но все равно не рекомендую этот ган, есть гораздо лучшие варианты. Еще одно исключение — это МП5. На МП5 ставится монолитный глушитель, но на нем стоит играть с монолитным интегральным глушаком. Это почти что одинаковые обвесы, но у монолитного интегрального глушака эффективная дистанция на полметра, по-моему, лучше, или на метр. Ну, короче, я часто играю с монолиткой, потому что МП5 просто красивее с этим обвесом. Да, есть еще другие оружия с уникальными какими-то обвесами. Вот я только что вспомнил про Оден, например. На Оден есть монолитный глушитель, но есть глушитель Колосс, который еще круче, потому что, собственно, раза в 2 длиннее, наверное. Он и с отдачей лучше помогает, и скорость пули больше бустит, и эффективная дальность у него круче. Короче, это монолитка на максималках. Но, опять же, этот Колосс есть только на Оден. И я не знаю, стоит ли вам рассказывать про такие вообще фишечки, потому что в основном они на каких-то неиграбельных ганах. Да, вот, пока листал, вспомнил про АК-47 МВшный. На него есть интересный ствол. Вот здесь вы, наверное, будете думать, какой поставить ствол. РПК или румынский. Как бы по описанию не поймешь, вроде как все одинаково, но дело в том, что с румынским стволом в комплекте абсолютно бесплатно идет вот такая вот ручка. Это, можно сказать, рукоять наемника или рукоять рейнджера, неважно. Короче, рукоять, которая помогает вам с контролем отдачи. И, собственно, эти два обвеса занимают всего лишь один слот, поэтому по-любому мы на калаш ставим румынский. У нас остается 4 обвеса, мы можем поставить монолитку, любой магазин, который захотим, прицел, и у нас еще целый слот остается. Можно, например, тактический лазер поставить для скорости прицеливания. Так что если с калашом играете, то обязательно румынский ствол ставьте.
Еще интересным примером является вал. У него встроенный глушак, даже если вы не ставите никакой ствол, то есть дефолтный ствол, он уже с глушителем идет. И что интересно, самый длинный ствол оса не дает нам контроль отдачи. Да, он помогает с эффективной дальностью, да, он помогает со скоростью пули достаточно сильно, там что-то около 40%, по-моему, но он вообще никак не влияет на контроль отдачи. А обычно на всех штурмовых винтовках самый длинный ствол как раз-таки помогает. То есть можете все AR-ки прокликать. Вал — это, по-моему, единственный пример, где ствол никак не помогает с отдачей. Давайте разберем оставшиеся категории. Что касается боеприпасов. На AR-ке нужно ставить максимальный магазин, но Killa будет неправильным примером, потому что на Killa есть опция поставить магазин на 100 патронов, точнее 2 барабанных магазина, но у вас очень сильно страдает скорость перемещения и скорость прицеливания, поэтому мы ставим магазин на 60 патронов, потому что между магазином на 50 и на 60 разницы в скорости прицеливания практически нет. Один адекватный вариант — 30 патронов. Но что стоит сказать про магазины? На многие оружия есть магазины с конверсией, которые меняют калибр. Собственно, на ту же М-ку можно поставить вместо магазина на 5,56 магазин на калибре 9 мм. Если вы ставите этот магазин, у вас становится проще отдача, и вы начинаете быстрее стрелять, но у вас падает эффективная дальность, то есть это оружие можно эффективно использовать только на ближней дистанции, и у вас падает урон, но в целом из-за того, что увеличивается темп стрельбы, несмотря на падение урона, эта М-ка будет быстрее убивать на ближних дистанциях. Ощутимо, кстати, быстрее. Еще и отдача у нее попроще, но это не особо нужно на супер ближних дистанциях, я считаю. А на средней с нее лучше не стрелять. Потому что человек с пятерками вот с таким вот, с одним из вот этих магазинов вас перестреляет. М-ка уникальное оружие, на нее есть конверсия еще и на вот такой вот патрон. Там всего 10 патронов в магазине, дичайший урон, дичайшая дистанция, но... Собственно, все 10 патронов вылетают максимально быстро. Если вы промахиваетесь хотя бы парочкой, то вы труп. И еще и отдача стрёмная становится, так что не рекомендую пробовать. На многие оружия есть такая вот конверсия. На М13 есть какие-то забавные пули, которые, знаете, убирают трассеры. Абсолютно бесполезная тема. На АК-47 крутая конверсия. Есть магазин на калибре 5,45. Но вот с этим магазином у вас time to kill в голову вообще бешеный. То есть, если вы в голову попадаете с этим калашом на 5.45, вы убиваете вообще максимально быстро. Конверсия также есть на Галил и на Вал. Есть вот такой магазин, и там он на 10 патронов, и он превращает вашу пушку вместо автоматической в полуавтоматическую. Там вообще море плюсов. И единственный минус то, что вы не можете зажимать, и магазин у вас становится маленький, но чаще всего такие магазины очень хреново работают. Не стоит их ставить. Уж лучше со стандартным калибром использовать эти ганы. Давайте дальше рассмотрим задние рукоятки. Вот эти две я бы даже не разбирал, они дают очень маленькие какие-то бонусы. Вот здесь написано, что контроль отдачи, но на самом деле он там, если хотя бы 5% контроля отдачи дает, то это уже хорошо. Здесь единственный юзабельный вариант, я считаю, это рукоять с накаткой. Она круто помогает на снайперках, на ППшках. Собственно, что она нам дает? Немножко бустит скорость прицеливания, но что самое важное, она опять же минимизирует вот эту самую задержку стрельбы после бега. Все эти 3 обвеса помогают нам с спринт-то-файром, то есть убирают вот эту, точнее не убирают, а минимизируют вот эту самую задержку стрельбы после бега. Ну и что касается перков, здесь много интересного. CMO, который написано, что дает урон, но на самом деле он немножко бустит урон, когда вы простреливаете какие-то текстуры. Но, знаете, этот буст минимальный, то есть там 10-15%, это точно не стоит того, чтобы тратить на это целый слот. Да, это здорово работает с пулеметами, которые начинают круто прошивать бетонные стенки, но, опять же, я считаю, что это не стоит того. Почти все перки бесполезные. Смотрите, есть крутой перк «Полный боезапас». Можно иметь запасной комплект на случай, если у вас закончились патроны, и вы, например, собираете комплект, где у вас Killa с полным боезапасом, и вы просто ее подбираете с нужными вам перками, именно вот этими. Ставите нужные перки, нужные гранаты и собираете Killa с полным боезапасом. И вы просто ее берете, пополняете таким образом 210 патронов на штурмовую винтовку и подбираете обратно свой ган и идете дальше. То есть вот так можно использовать, либо собрать, сделать нормальную сборку. Вместо какого-то одного обвеса, вместо, например, подствольной планки можно поставить вот этот перк. И этот комплект можно использовать на случай, если вы в 5-й зоне после ГУЛАГа приземляетесь, и у вас прям совсем ничего нет.
можно вот так вот поиграть. И самый здесь нормальный перк — это ловкость рук. Помогает с быстротой перезарядки. На некоторых оружиях это очень полезно. Обычно на тех, у которых очень маленькие магазины, при этом долгая перезарядка. Например, Вектор, Феник. Я на него всегда ставлю ловкость рук. Многие на Вал ставят ловкость рук, потому что у него всего лишь 30 патронов в магазине, которые он очень быстро выстреливает. Кто-то на снайперке использует, на тот же Коряк, например, который очень долго перезаряжается. Остальные перки, точнее, не советую ставить. Есть, например, перк самоконтроль, который позволяет вам там около 40-50 секунд задерживать дыхание, но чаще всего это абсолютно бесполезно, потому что вы все равно делаете выстрел в ближайшие 5 секунд после того, как вы прицелились, а то и не 5 секунд, а секунду, 2. Поэтому я бы не ставил этот самоконтроль. Да, прикольно звучит, но всегда есть что поставить пополезнее, я считаю. Ну и вроде как все разобрали. Давайте теперь посмотрим на оставшиеся какие-то уникальные обвесы на оружиях. Давайте разберем дробовики на примере R9.0. Например, есть обвес Чокбор. Этот обвес уменьшает разброс, точнее разлет дроби, то есть просто дробь становится кучнее. Хороший обвес, точно лучше, чем монолитный глушитель на дробашах. Но есть еще один интересный обвес, которого нет на этом дробовике, он есть, я знаю точно, на ВЛК. Вот если на дробовик ставится мародер, то мы ставим его, он работает как чокбор. То есть это смесь чокбора и монолитного глушителя. А так в целом все остальные обвесы работают примерно так же на дробовиках. Что есть интересно на дробашах, это патроны. Можно поставить жаканы или слаги, как это называется. И таким образом дробовик у вас будет стрелять не дробинками, а пулями. Да, это прикольно, да, это весело, но это вообще неэффективно. А также у нас есть обвес дыхания дракона. Что это нам дает? Вы попадаете, собственно, дробинками, и после этого противник еще горит. И это очень помогает иногда. То есть, например, вы попали в чувака, и он просто через 2 секунды может догореть. В общей сумме огонь может нанести 40 дополнительного урона. Это очень круто. Поэтому, если на дробаш ставится дыхание дракона, то обязательно ставьте. Так, что касается пулеметов. На пулеметах есть еще один уникальный обвес. Это подствольная планка Snatch Grip. На русском она называется боковая рукоять. Это топовая ручка для пулеметов. Так вот, эта рукоять, она очень сильно бустит скорость прицеливания. Круче даже, чем тактический лазер. Также помогает с контролем отдачи. Это вот прям уникальный обвес. Если бы он был на других пушках, я бы везде его ставил. Да, очень интересный ган — это РП Фин. Ощущение, что они на нем решили поэкспериментировать. Тут у нас есть и приклад Chainsaw, который убирает возможность целиться в мушку или прицел, и вы всегда стреляете от бедра. По фану можно использовать, но совсем это неэффективно. Также на него есть очень много стволов. Почему лично я не играю с Фином? Потому что у него нет множителя в голову. То есть вы что в грудь, что в голову наносите идентичный урон. Так, что еще у нас есть? Есть арбалет, не знаю, стоит ли его разбирать, учитывая, что с ним никто не играет. Но здесь, в принципе, все работает так, как написано. Есть обвес, влияющий на точность болтов, есть на начальную скорость болтов, но здесь прикол в том, что если вы бустите скорость, у вас становятся они менее точными, поэтому трос я вообще не ставлю. Есть различные болты с термитами, с газом, но я рекомендую использовать только болты Ярость с разрывным наконечником, потому что эти болты позволяют нам ваншотить на любые дистанции, в любую часть тела, куда бы вы ни попали. Если вы попадаете этим болтом, то через секунду противника не будет на сервере. Иногда даже удается сразу нокнутого добить, то есть если вы попадаете в голову, то вы взрывом можете нокнутого добить. Очень крутой обвес. Без него арбалет абсолютно неиграбельнее, я считаю. Давайте покажу быстро свою сборку. Бустим скорость болта вот этим вот стволом, хотел сказать, но это плечи называется. Собственно, ставим этот болт, потому что он обязателен. Рукоять скорость, которая помогает со скоростью прицеливания и со спринт-то-файром. Здесь обязательно надо ставить ловкость рук, потому что у вас есть всего один выстрел, дальше вы перезаряжаетесь. Но я не ставлю лазер, чтобы не палиться, опять же, когда я целюсь, поэтому я чаще играю с прикладом на... Ну, такой билд достаточно неплох. Можете там ВЛК прицел поставить, если, допустим, вы хотите на средней дистанции использовать. Что тут еще есть? У нас есть СПР-очка, на которую ставятся различные магазины. Стоит сказать, что единственный магазин, который стоит использовать, это второй магазин. Вот с этим вот калибром. С остальными магазинами пуля летит медленней. Баллистика не такая удобная.
Короче, просто используйте этот магазин, остальные не заслуживают вашего внимания. Перейдем к снайперкам. Здесь из уникальных обвесов у нас есть Райтек, на который ставится ствол Вестник, который помогает с контролем отдачи, но минусует все остальное. Но с контролем отдачи он помогает здорово, там можно в точку с него стрелять практически, но вы просто не попадете, потому что у вас пуля очень медленная будет. И есть интересные боеприпасы, а вот патроны со взрывчаткой работают здорово, если вы хотите взрывать транспорт. Но опять же, минусуется скорость пули, отдача становится сложнее, стреляете вы медленнее, и вообще Райтек не оружие. Но если хотите пофаниться и повзрывать транспорт, то можете попробовать вот с этим магазином поиграть. Из пистолетов у нас есть вот такой вот обвесные револьверы. Snake Shot, на русском называется мелкая дробь. Раньше они были имбовые, сейчас они абсолютно бесполезны, поэтому даже рассказывать не буду. Ну ладно, расскажу вкратце. У вас револьвер будет стрелять не пулями, а дробью. Но вот раньше у вас был ваншот потенциал, а сейчас, если вы с магазина, точнее с целого барабана убьете, то будет уже здорово. Также на пистолеты есть такой перк, как Акимба, то есть парное оружие. На всех пистолетах он, по-моему, есть. И вы просто получаете 2 пистолета вместо одного, но вы не можете целиться, стреляете только от бедра. Очень крутая тема. Я чаще всего играю с пистолетами М19. Вот такой вот у меня билд. На все пистолеты рекомендую ставить легкий спусковой крючок, потому что он лучше всего помогает с темпом стрельбы, то есть максимизирует скорострельность. На все пистолеты, опять же, я думаю, стоит ставить парное оружие, то есть Акимба, бустануть скорость, точнее бустануть точность от бедра вот этим вот лазером, поставить максимально возможный магазин и монолитный глушитель, потому что он никак не влияет на точность от бедра. Забыл уточнить, что почти на всем оружии в Modern Warfare длинные стволы негативно влияют на точность от бедра, а самые короткие стволы на некоторых ганах, наоборот, таки помогают с точностью от бедра. Это верно чаще всего для аэрок. То есть, например, если вы хотите сделать максимально точный галил от бедра, не знаю, зачем вам это, но вдруг вы захотите, то нужно ставить самый короткий ствол, рукоять наемника, лазер без приклада. И здесь, ну, наверное, магазин можно воткнуть. Выглядит не очень круто, но зато точность от бедра будет неплохая, но все равно хуже, чем у ППшек, поэтому я не думаю, что стоит такой ерундой заниматься. Также есть уникальный ствол на Ренете, который меняет полностью стрельбу, и вместо того, чтобы быть полуавтоматическим пистолетом, Ренете начинает стрелять очередями. Раньше это было имбой, все так играли, но потом очень сильно занерфили, и сейчас это абсолютно не имеет смысла. Только если вы используете этот пистолет в одиночном режиме, то есть без Акимба. В принципе, в такой сборке можно использовать этот ствол, но если вы ставите Акимба, то даже не думайте. Лучше вообще никакой ствол не ставить, потому что он, как я уже говорил, негативно влияет на точность от бедра. Все, ребят, вроде как все рассказал. Надеюсь, что ничего не забыл. Поделился с вами всем тем, что я знал. Возможно, есть еще какие-то нюансы, но вряд ли. По-моему, я реально все рассказал. Если что, пишите в комментариях, постараюсь вам ответить, возможно, в следующем видео. Так что обязательно пишите ваш фидбэк. Ну и спасибо большое, что досмотрели до конца. Всего доброго. До свидания.